Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. Вот в очередной раз пришлось опять мне окучивать картошку. Картошка подрастает, все отлично. Не так, как у многих, конечно, но тем не менее хорошо все получается. Результатом я доволен. В прошлом году я посадил картошки, четверть только у меня взошла, потому что там садили мы под лопату и не окучивали, она, перепрела и сдохла. Тут окучивание необходимо как воздух, потому что вот позавчера еще лили дожди, тут в конце огорода я зашел между в борозны вовнутрь, так у меня, чтобы не соврать, по косточку ноги уходили в землю, настолько воды много у меня в моем огородике. Сейчас вот все, дожди уже больше суток нету, около суток, да. Надо быстренько проехаться, вскрыть землю, чтобы кислород пошел, чтобы сохло. Ну и картошка уже, видите, уже сантиметров по 30. Жуков тут особо пока не видно, куда ж без них. Мне начали задавать вопросы о том, использую ли я опорную пятку. А я ни сном, ни духом, вроде да, надо. А что такое, для чего она? Не совсем я понимал. А когда начали вопросы задавать, и тут для меня дошло, что, оказывается, опорная пятка ограничивает глубину. А я, получается, да, правильно, справедливо заметили, поддерживал мотоблок за ручки, чтобы окучники не очень глубоко уходили в землю. Теперь я знаю, теперь я разобрался, что опорная пятка нужна для того, чтобы ограничить глубину, а носик загнут вперед, чтобы поднимать землю. Сейчас быстренько попробуем прийти к этому, разобраться, как это именно должно быть. Сантиметра полтора я сделаю. Попробуем так. То есть правильно, есть же схемы, где там выставляешь на ровную поверхность, все эта система отработана. Но у меня тут уже сегодня в ночь на работу, мне не до этого. И нет у меня бетонного основания, чтобы выкручиваться. Попробуем так. Не получится, будем иначе. Посмотрим. Сейчас вот буду давить. Опорная пятка будет наоборот поддерживать. Посмотрим, что получится. И так, по очереди. Пятки, действительно, облегчили труд мне, почти в 2 раза, а может и в 3 даже. Конечно, где земля у меня совсем глинистая, там все равно зарывается все, и толку нету. Но в остальных местах мотоблок уже отпускал. Я его никогда не отпускал, и тут сам пошел. Казалось бы, что сказать, спасибо за совет. Не за совет, а за вопрос, потому что вопрос был наводящий, и на этом я сделал вывод. Шикарно, действительно, пятки надо выпускать. А я туда-сюда, настраиваю. То у меня ныряет, то выныривает, то поверху. Что за херня, с этими окучниками? Вроде понятно, что пятки какие-то там, скажем так, профессионалом сразу не станешь. Все.
Пятки действительно надо выпускать. Я их выпустил от опорной планки на 1,5 сантиметра. Носики загнул вперед и все. Там, где земля хорошая, вообще идеально. Все идет вот первые здесь 4, 5, 6 борозен у меня, все отлично. В дальнем правом углу, вот там, где там 3 дички у меня, вот левая дичка, там жопа. Там что хочешь выпускай, хочешь пятки, хочешь носики, без разницы. Там, блин, реально, там вот комью так перемалывается, там каша стоит, там вода до сих пор. Вот сутки прошли, толку нету. Мне вот, допустим, 1 раз окучить огород не получится. Мне надо 2 раза всегда делать. Вот сейчас я окучил его 1 раз. Сейчас вот начнет быстро все сохнуть. Левый, правый, левый от вас край. Уже видно, как сохнет. Завтра еще раз. Вот 2 раза окучиваешь, тогда все начинает просыхать, высыхать, все становится красиво. Ну, а так как есть. Зато засухи у меня никогда не будет. Хотя в Витебской области засухи у нас как бы редко-то бывает. Она все время влажно. Ну да бог с ним. Что есть, тем и работаем. По пяткам сказал. Класс, надо выпускать обязательно. Кто не знал, выпускайте. Второй момент. А что? А моментов больше нету. Сказать-то больше нечего. Все, окучил. Завтра еще раз окучу. В этом тоже покажу в одном ролике. В остальном все как есть. Мотоблок после регулировки работает прекрасно. Но вот сегодня почему-то я словил обратный удар. Вот что произошло? От жары, от холода. Либо надо зазоры все-таки выставлять на меньшей температуре. Все же постоять ему, дать остыть. И вот с утра приехать, когда будет температура плюс 18 уличная, может, тогда надо отрегулировать, потому что я регулировал, где-то было плюс, в двигателе 30, наверное. Все шикарно, но вот сегодня почему-то мне в обратку дало. Вот заводил и мне дернуло руку. Ну, как есть. Что есть, то и говорю. Все по-честному. По сорняку проса растет, как мне сказали, это хороший запас семян на следующий год. Ну, да, надо обрызгивать, надо с этим работать, но не разорваться. Вот газонокосилку надо болт теперь купить. Выйдет газонокосилка раньше окучивания, либо позже, там, неважно. Ну, смысл тот же. Так, все, по окучникам достигаем скоро совершенства. Скоро вообще буду отпускать его, мотоблок будет сам туда ехать, я там буду его принимать уже. То есть все настроим, все отрегулируем. В остальном все отлично. Картошка подрастает, жуки, смотрю, тоже начинают обрабатывать. Надо обрызгать ее против колорадского жука. Ну, пока все. Ну, второй день. Жара стоит неимоверная. В тени на градусов 30 сейчас. Пятница, 24 число. Ужас какой-то, короче. И вот если бы не окучивать, то картошка, наверное, превратилась бы, уже сварилась бы в земле своей. Выхода воды нету из-за корки. Ну, надо окучивать. Ну, лобок с ним. Немножко поездил я тут, 2 борозенки сегодня уже прогнал. Побаловался с регулировкой окучников. Что-то мне не нравилось, узко она брала, слишком узко. Недостаточно высоко закидывала землю. В общем, я выставил ширину ушей на минимуме, получается, 26 сантиметров. Выставлял 30 слишком широко, 23 там не нашел размера. Ну, 25-26 тоже хорошо. Прошелся, вроде так землю поднимает уже с большего. Лучше, чем 20. Сейчас быстренько пробегусь. Ну, в общем-то, на этом все. Особо тут рассказывать нечего. Мотоблок работает исправно, заводится хорошо. Но вот был вчера почему-то обратный удар один. Возможно, что-то не дорегулировал. Ну, это уже потом будем смотреть. У меня также начала 3-ю передачу не... Сбились настройки в включении 3-й передачи. Получается, чтобы 3-ю передачу вставить, я не до упора задвигаю, до упорной планки вот этой, выступа упорного, а где-то миллиметра 4-5 мне надо, вот рычажок. Надо, ну, просто это регулировка, это уже потом буду снимать, разбираться, как там регулировать 3-ю передачу. 4-ю, 1-ю, 2-ю вроде все хорошо вставляется. А вот именно 3-я не до упора.
упорной планки. Иногда бывает, когда жарко, надо чуть-чуть воздух не полностью закрывать, а чуть-чуть приоткрывать. Да, и опорные пятки в окучниках я выдвинул на 3 сантиметра. До этого на 1 выдвигал, стало уже намного легче. Сейчас выдвинул с помощью рулетки на 3. Посмотрим. Жара стоит страшная, но заметьте, в прошлое окучивание я там валялся без сил, выпил 2 литра, воды. Какой 2? Литра 4 пока окучил. Сейчас я за одним махом все сделал, ну, правда, не без травм обошлось. Не садите в конце огорода деревья, там, где вы разворачиваетесь. Ветки острые, как резануло, блин. Ну да мелочи все это. В конце, по левой части, от середины и левее в конце, там вообще болото. Даже до сих пор, я думал, уже сейчас просохло все, не. Просто вот на окучнике налипает земля и движется одним махом. То есть, возможно, мне придется еще раз окучить там в конце. Ну, или хотя бы от середины там какой-то, ну посмотрим, это уже позже, в это я уже вылаживать не буду, смысл тут одного окучивания только без конца. Ну вот так вот, размер 25-26 размер, это мой размер, он как раз землю поднимает и не просто ее так и повыше поднимает, не просто канавочки делает. 20-ка маловато, вот у меня посадка 60, 20-ка по крыльям окучника мало. Так, по сцепке я говорил, сцепка на свободном ходу у меня, но вот обязательно ставьте шайбы. Вот где болты, надо шайбу увеличивать в размерах, точнее даже может быть шайбу на шайбу ставить, так как штатные шайбы, они проваливаются в канавке, там где выбраны пазы, чтобы сцепка регулировалась по вертикали. Выбраны пазы и штатные шайбы туда проваливаются, начинает выгрызать. А у меня все руки не доходят, надо купить по 2 шайбы. Ну, из нержавейки, допустим, можно взять. Скорее всего, из нержавейки под размер, либо, может быть, обычные. Ну, какие не будут выгибаться, какие будут выдерживать нагрузку увеличенную. Может, парно, большая и меньшая. Так, сегодня обратных ударов не было, все отлично. Вот что-то было вчера такое, я так и не понял. Стрельнуло что-то в руку. Не то чтобы сильно, прям как вырвало, но так вот было. Был ударчик небольшой был. Но не так, что прям как дало, блин, вырвало из рук. Не. Вот. По поводу тахометра. Все работает. Сколько тут у меня сейчас? 6,1 часа. Мне сказали, что тахометр, в комментариях написали, не считает моточасы, а считает время работы двигателя. Соответственно, получается, что моточасы, они же идут из расчета, чем больше обороты, тем больше моточас. Короче, моточас по отношению к часу человеческому. Соответственно, если там 6,1 часа, то в реальности может быть и 7 часов. Соответственно, масло, что у нас там по замене масла? Раз в 20 часов, если не ошибаюсь, надо инструкцию посмотреть. Мотоблока. За сезон надо менять масло, ну вот 3 раза железных. Как обычно весной после зимы, если вы зимой работаете.
Даже говорят, зимнее надо масло меняться. То есть, если она зиму отстояла, то надо уже меняться. Если вот зима там 5-6 месяцев прошло, то надо менять масло. Ну, так говорят, я не знаю. В общем, по весне меняешь, потом в середине лета и, к примеру, осенью. Если ты на зиму еще собираешься что-то делать. Либо, ну, короче, как-то отслеживаете свои моточасы. Как бы ваша техника, вам за нее отвечать и вам за нее платить. Решайте сами. Можете вообще масло не менять. Ни у кого говорить не буду. Я лишь говорю о том, что как происходит оно на самом деле. Вот 6 часов уже намотала, а что я тут делал? -то особо ничего не делал. Вся посадка картошки, до этого пахота, барана, все это было без тахометра. И у меня получается уже по реальности там уже часов 15 этих. А моточаса уже по 20. Получается, уже надо вскоре масло менять. Ну, пускай масло матюлевское, там, спишем на то, что оно дорогое и качественное, оно немножко ресурс увеличивает замены масла. Надо посмотреть инструкцию, я не помню уже. Ну все, пяточки опорные подняв, я не получил эффект прям вау. Вот сейчас, увеличив с 1 сантиметра на 3, увеличив, вообще подняв их, я сразу получил эффект, ну, легче стало. Сейчас, ну, наверное, легче еще стало. Ну, 3 сантиметра, но все равно как бы заглубляется, земля неровная, там влажная, там то, где-то кривизна, где-то вот сцепка, хоть она вертикально более-менее свободна, но не отыгрывает. Ну, так, разные сложности, ну, как бы идем, развиваемся к тому, к чему, что за одним махом я в такую жару, сейчас вот 35, наверное, на солнце, я вот мокрый весь, но не уставший и не замученный. Идем, настраиваем, изучаем потихонечку. Мне много писали в комментариях о том, что вот сделай то, то, то. Ну, одно дело читать, другое дело самому делать. К этому ж не придешь вот так вот, прочитал и сразу... Не, ну может кто-то к этому приходит, кто-то учится на своих ошибках. Я по жизни как-то все время кто-то учится на чужих ошибках, а я как-то по жизни все время на своих. Пока на себе не испробуешь, на своей шкуре, так и ни хрена и не получается. Хорошо, если вы умеете, прочитав и сразу решив, что это так и надо. Замечательно. Ну, а я как есть, так есть. Да, я думаю, таких, как я, большинство. Все мы вот пока на своей шкуре не схлопочем, проблем не наживем, не успокоимся. Вот лезем. Так и здесь. Вроде бы все время не хватает. Там пяточки опорные. Что за пяточки? Ай, потом разберусь. Потом еще там что-то. И вот пока к этому потом замучаешься, вот лежишь там, думаешь, ну и нахер эти мотоблоки, блин. Потом попробовал. Пяточку вот эту выдвинул, как легче стало, так неожиданно, такой, о, чудо какое, а ведь говорили, и в инструкции написано, и там написано, но кому эти инструкции надо, кого мы всегда слушали, всегда надо, слушайте, но делайте свои выводы, по инструкции жить нельзя, надо быть более человечным, это вообще просто если к жизни относиться. Так вот, огородик цветет, надо обрабатывать уже, я говорил, это колорадо, уже есть колорад, уже есть яйца желтые, скоро будут красные эти личиночки, пожирать будут. Картошка, конечно, вот в середине особенно не особо прет, ну, как бы, еще есть время, еще вылезет. Ну, пока на этом все. По мотоблоку добавить нечего. Ну вот я все говорил, шипчики. МРЛовская резина у меня, там ролик есть. До сих пор еще шипы живые, еще не стерлись, вон торчат. На Форде, резина, сербская резина, дочка Мишлена, как Корморан. Стерлась за один сезон. Тут видите, как это хорошо. Нестираемая. Ну, правда, Корморан дешевле, чем эта резина. По нынешним особенно ценам. А на машине уже скоро корт полезет, а проехал я. Вот сейчас 2-й сезон только езжу. А уже там все постиралось. Что ставить? Белка не производит мой размер. Перестала производить. Раньше производила Art Motion 225 на 45 R17. Сейчас уже снято с производства. Ну ладненько. Все.